Приветствую. Сегодня я официально бесполезен. Всю Diablo 2 за меня должен пройти наемник. Очень годный для этого кандидат — варвар. У него есть скрики на бафы и дебафы. Логично, что до получения наемника мы будем играть как обычно. Мы получим наемника первого акта после убийства Кровавого Ворона. Find Potion позволяет узнать внутренний мир человека лучше. Кричим на труп, и из его воровского кармана могут выпасть зелья. На старте пригодится. Прокачиваем еще Хауль. При использовании этой способности враги вокруг персонажа разбегутся в ужасе. Да куда ты там идешь, сын? Сносим труп на огонь. Защищаем подземелье до конца. Прибегаем на погост. Орем на зомби, пытаемся добраться топорами до Кровавого Ворона. Немного пришлось побегать за ней, но дело сделано. Выпала, кстати, приятная желтая броня. Она неплохо защищает. Так, все. Нам дали Светлану, мы вешаем топоры на гвоздь. С этой поры Светлана главный герой, а мы тренер-пацифист. Купил ей лук, продав половину инвентаря, но он пока слишком крутой для нее. Увы, у Светланы проблема с восприятием реальности, рассинхрон сервером. Она любит просто помельтешить, морально собирая что-то сделать. Дракониша вовсе с двух пинков ломает Светлану. И снова. Продаю зелья, ибо на Светлане уже обанкротился, воскрешая ее за 300 рублей. Светлана снова не выдержит. Повторяем. Светлана стала суперсильной, дарим ей неплохой лук. Светлана в экстазе, ваншотит драконишу за все хорошее. Я немного вкладываюсь в энергию, а рать мы будем много. Мана нужна. Решаю обменяться со Светланой нагрудниками. Раз она такая хрупкая, то пусть нагрудник покруче будет на ней. Покидаем каменистое поле. Снова сталкиваемся с ментальными блоками Светланы. Помогите мне! Орем на сраженных. Надо было на Светлану. Вылезаем в темный лес. Прокачиваем шаут и таунт. Первый дает вагон защиты. Второй заставляет врага бежать к нам напрямую для атаки. Удобно, чтобы с бэклайна вытягивать мобов. Вот, кстати, наглядное применение этого скилла на шамана. Хоть он и умеет стрелять огнем, но идет ближний бой. Захожу в дружелюбное казино. Из интересного покупаю там лук и щит. Светлане нужно до конца акта как-то добраться. Помогаем, чем можем. Защитников древа мы убили без проблем. Подаем свиток. На черной топе находим башню графини. Рядом вейпоинт. Возможно, нам придется пофармить графиню потом. Будет удобно. Находим шубу Светлане. Сетовую шмотку, дающую 10 ко всем резистам и немало брони. Как истинный джентльмен, я решил походить в ней сам. Добрались до неприятной своры врагов. Светлана в замешательстве. Почему тут нету помощи? Я избегаю смерти. Пытаюсь вытащить и Светлану, но она переживает ганбэнг в углу, походу. Вернее, не переживает. Сатана могила, сатана могила. Все, добрались до графини. Избавились от бомжей. Ну, Светлана избавилась. Потом и сама графиня пала. Взял кольчугу на будущее. Решаем головунку с камнями, попадаем в Тристрам. Взрываемся на удачу. Забавно, что молнии прокнули от тычки по нам. Спасаем деда. Выясняем отношения с зомби-дедом. Светлана не выдержит и погибает на фоне. Реванш. Дарю шубу Светлане все же. Заходим в монастырь. Оформляем мини-дедеп на пояс. В бараках находим кузнеца. Устраняем. Хватаем молот для Чарси. В тюрьме чуть не получаем тарелкой баланды по черепу, но избегаем этого. Выходим из тюрьмы. В соборе Светлана огребает. Используем колдовство, чтобы она выжила. Получаем молниями в жбан. Дальше танкует Светлана. Катакомбы. Спускаемся ниже. Странная генерация какая-то, но окей. Это еще не самое странное. Андриэль.
Я напился противоядий, со Светланой, очевидно, тоже поделился. Поэтому не так уж и больно. Я торгую лицом, Светлана работает. На последнем ударе по боссу заканчивается ХП. Зелья уже закончились. Кабанчиком заглядываем за банками в город. И победа. Долго проходили первый акт. Со Светланой вообще каши не сваришь. А мы едем дальше. Контракт со Светланой закончился. Раздеваем ее. Подписываем Ибрагима. Ибрагим по кодовому имени Дурка. Шубу Светланы зачем-то пока оставляю. Светлая память, я не знаю. Ныряем в канализацию. Пока Ибрагим не в прайме, бомжи его калечат. Но он хоть меньше тупит. Обновляю нагрудник. Находим Радамента. Хуёво мені. Ибрагиму нехорошо. В итоге не получается перехилить даже с банками этот бесконечный яд. И Ибрагим на наших глазах поскальзится насмерть. Как ты упал. Ты ждешь какую-то поддержку со стороны, но зачастую никакой поддержки может не будет. На поддержку рассчитывать не стоит, когда ты упал, когда ты оступился, когда ты допустил ошибку. С противоядиями было проще уже. Читаем умную книгу, уносим свиток Декарду Кейну. Далее, наконец, колесим по пустыне, ступаем на локацию Сохшие холмы. Где-то в кувшине находим талисман на ловкость. Ловкость нам нужна для шанса блока, но качать ее впадлу. Втыкаю в шапку руну на реген маны. Забавно, но очень скоро нахожу еще талисман на ловкость. Блуждая по дальнему оазису в поисках вейпоинта. Резко темнеет. Нахожу его. Ходим по чертогам мертвых. Меня кто-то отравил 1000 лет назад. ХП очень стремительно снижается. Лечилки не резиновые, решаюсь на закупку противоядиями. Продвигаемся дальше. Чудом успеваю откачать Ибрагима. Забираем харадрический куб. Наводим порядок, крафтим камни. У меня лежит варварская шапка. У персонажа всего лишь 17 левел. Не выдержал и слишком рано потратил зачарование Чарси. Получилось ожидаемое мега говнище. Досадно. Далее я бегу пофармить графиню. Вторая идея фикс — собрать стелс. Для этого нужны двухсокетная броня и 2 определенные руны. И гарантированно дропает графиня. Стелс даст нам скорость бега, скорость каста и немного живучести. Так что знакомлю Ибрагима с графиней. Свидание приходится устроить несколько. Графиня что-то решила выселиться из комнаты с сундуком. Хорошо. С 3-го раза выпала нужная руна. Нормально. Вернулся с первого акта. А тут уже не шибко-то и затмение. Наёбсики, блядь! Наёбсики! Обратно потемнело, допустим. Далее какое-то время пришлось паролить нагрудники у фары. Нам нужен на 2 гнезда. Желательно не самый убогий. В итоге неплохая кольчуга на руках, закидываем руны. Все, на ближайшие полигры вопрос брони закрыт. Кайф. Сори, что на экране давно не было Человека-паука. Летим в дальний оазис, скрываем логово личинок, лесостроим за тупо Ибрагима в этих узких коридорах. Удачно находим спуск сразу, подгоняем Ибрагима, работать усердно не сразу, но спускаемся еще ниже. Ибрагим всех безапелляционно вылезает, хватаем после королей, сваливаем. Я там притаился! Ибрагим в засаде. Не перестает удивлять, чё. Новый скилл, кстати, Battle Cry. Снижает защиту и урон врагов. Видите вход в локацию? Видите, сколько пробежал? А вот выход рядом со входом был. Пытаемся разобраться, почему погас свет. Сын собаки, меня убивают! Героически нащупаю хауль и вылезаю. О, тут вообще загадка. Я о чем-то плотно задумался или чё? В инвентаре копался, и меня как-то потопом убили. Бывает. Ибрагим солит змей. Поднимаем крышку, хватаем амулет, солнце возвращается. Спускаемся в подземелье дворца. Скипаем, выходим в магическое убежище. С первого раза находим призывателя. Ибрагимова разбивают. Идем за новым. Этот красавчик просто зажал меня на лестнице. Выйти уже не получилось. Заебись. Ибрагим сносит призывателя с тычка копьем в итоге. Ура. И у нас осталось только убить дурели в этом акте. Заходим в нужную гробницу с квадратом.
Казино кормит. У Ибрагима теперь оружие получше. Тыкаемся в каждый угол, но добираемся наконец до места сбора. И вот дуэль. Сразу отъедаемся банками от мороза. Хилим Ибрагима при любой возможности. Кричим на Ибрагима, кричим на дуэля. Ты хочешь и дальше сидеть в своем долбаном унылом городе? Или ты хочешь вырваться в свет? Сдай-ка! И сдай-ка! Понеслись. Солянова! Солянова! Если честно, я охуел. Это было так легко. Мерк под хилками просто уничтожил соло дуэля. Серьезно? Настолько просто? Я в шоке. Оцениваю Ибрагима выше всяких похвал. Подогнал Ибрагиму броню в 2 сокетах камня на урон. Бодиблочу темного странника, чтоб не расслаблялся. Кстати, скажу, что в этом акте, как и в 5-м, тоже есть наемник, но мы с Ибрагимом до гроба. Наемники из 2-го акта самые сильные в игре. Все дело в их аурах, которые раскрываются на более высоких сложностях. Наемники 3-го акта маги, колдуют издалека, но до Ибрагима им как до луны. Ибрагим сковыривает элитного микрочела, хватаем статуэтку. После манипуляции с NPC получаем плюс 20 хп. По традиции джунгли я плюс-минус скипну. Заглядываем в паучье логово. Пока Ибрагим вырезает пауков, у нашего тренера прокает клиптомания. Глаз Халима у нас. Здесь я перехожу из паучьего леса в джунгли живодера. Казалось бы, повезло, можно скипнуть опциональное величайшее болото, что обычно между ними находится. Но нет, Ибрагим на фоне откинулся, увы. Находим вейпоинт. Бля, чё по кайфу-то я делаю, бля? Огненных задувок мы боимся как... Ну, вы поняли. У нас резист к огню 10%. Ибрагиму норм, у него резисты с уровнем растут. Огненный папочка создает проблемы. Ибрагим заливает соляры. Гидбин у нас. Награда. Сочное желтое кольцо с резистами. Загэмблил перчатки на каст морозного при получении тычки. Меняю старые желтые перчатки на это. Резист к огню становится 5%. При попытке покинуть свой долбанный город Ибрагима снесло. Спустились в подземелье живодера. Каким-то образом берсерк на Ибрагиме выставил в неравной схватке. Вау. Странная генерация на 3-м уровне подземки. Элитный чувак здесь, а сундук, к счастью, Халима гораздо дальше. Что-то это меня застало врасплох. Ну ладно. Я нашел талисман на еще ловкость. Радовался ему, а потом на автомате продал его с шубой Светланы вдогонку. Пиздец. Я спустя 20 минут только очухался. А где же талисман? Находим разъебанный храм. Быстро пробегаем насквозь. Пауки своими модельками встали в книгу, но все равно воруем ее для Алкора. Здесь ебучий фикус просто вырос, заблочил проход. О, если это кажется несущественным, то настоятельно рекомендую досмотреть до 5-го акта. Там натурально какой-то пиздец начался. Я думал, что затрясет. Но не будем забегать вперед. С какого-то бомжа выпала с этого шмотка на резист к огню. Иронично, но в 4-м акте с нашим резистом к огню под нолик это в тему. Хотя у нас весь бар под нолик. Удачно нахожу у торговца щит на 3 гнезда. Нам это пригодится для одного мощного рунного слова. Спуск в канализацию. Очень быстро находим проход ниже. Хватаем сердце Халима. Входим в Травенкл. Врываемся к членам совета, и Ибрагим отспавнивается. И делает это снова. Далее у Ибрагима уже получается. Я крафчу волю Халима для вскрытия чертогов ненависти. Ибрагим всех победил, я успел его откачать водой из колодца. Юзаем волю Халима по назначению. В чертогах ненависти Ибрагим попробовал захайпить на смерти, но безуспешно. А, не, наебал, все-таки его стерли с лица земли. Ничего, сейчас воскресим за деньги. К сожалению, придется снова это делать. Досадно, но нормальный шлем на скиллы варвара за всю игру я так и не найду. Ощущаем огонь. Мефисто. Это занятно, но даже один огненный дед делает это сражение гораздо сложнее.
Он либо дополнительно будет дамажить Ибрагима, либо разнесет огнем кабину нам. Ибрагим пал. Пока воскрешал Ибрагима, чуть в люк не уебался. В итоге персонаж танкует Мефисто вместо Ибрагима. И все наладилось что-то. Немного отошел, в итоге сагрился дед. Ротация заруинена. Отвлекая деда от Ибрагима. Умер Ибрагим, короче. Но Мефисто в итоге сражен. Ибрагим не идеально, но в целом неплохо сработал. По времени вообще на ускорение идем. Далее традиционно должна идти самая сложная часть игры. Но планы в этом акте самые очевидные. Убить Изуала, разрушить камень души Мефисто, убить Диабло. За кадром проебал Тенге на шлак, внезапно выпал приятный желтый амулет. В прошлом видосе заносы в казино были интереснее, советую глянуть. По некоторой традиции, кто-то да умирает от огня Веном Лордов. Я-то в шлеме защиты от огня, что мы ранее нашли. Ибрагиму воткнул руну в голову на резист к огню. Ну во, другое дело. К слову, у персонажа тоже резисты весьма неплохие. Это в новинку. А тут мне с трупного бомжа выпала недостающая руна для щита. Прекрасно. Собираем Ancient Splash. Вопрос с резистами закрыт. Защиту уже доберем криками и пассивками. Подкидываю, кстати, как раз очки навыка в шаут. Изуал на месте. Танкуем бедолагу, а Ибрагим решает проблемы. Нахожу ему броник понадежнее. Решаю, что пусть меньше дэмэджа сейчас, но лучше защита. На сменку Ибрагима я буду носить с собой на всякий случай. Спуск к реке пламени перед нами. Смотрите, что за шлем выбил, кстати. Дает еще 15 ко всем резистам. Че за жесть? Ибрагим что-то в прайме, кстати. Я ему выдал шапку на резист к огню, так он все живое хуярит насмерть. Молодец, мужик. Сколько было помощи? 0 помощи! Очень пригодился таунт, чтобы матерей червей к себе подтягивать. Ставлю класс. Кстати, тоже можете поставить. Мы уже добрались до Гефаста тут. Он, как обычно, затирает колл-стори, чтобы бросить топку своей адской кузни, но нет. Я бы еще на футаже на молоток ему не прыгал, ага. Еле-еле успеваю полечить Ибрагима, пока с этим нагрудником возился. Не в тему черви полезли, но Ибрагим понял, что у меня ебало не резиновое, и добил кузнеца. Собираю все найсичи. Пробиваемся в цитадель. Идем к печатям. Ибрагим молодцом. Прокачиваю Battle Orders. Этот крик увеличивает хп, ману и выносливость. Идем активировать самые мерзкие печати, чтобы сразу с жесткими Веном Лордами расправиться. Почти происходит сожжение Ибрагима. Таинственное колдунство снова спасает наемника. Собираю на себя чуваков зеленых. Успех. Третья печать. Никаких проблем. Только чемпион побегал от нас что-то. Чертов нубас, траханный пи***ц, блядь. Вот кто я. А я... Ретард! Обновляю себе стелс, раз уж нашлась двухсокетная броня получше. И забиваем уже до конца игры на это. Последние две печати. Последней пачкой Ибрагим на раз-два справился. Not even death can save you from me. Диабло что-то до абсурда просто с нашими шмотками. Прям парадоксально просто. Я встал по другую сторону от Ибрагима. Ломай меня полностью. И впитывал весь урон. Вообще похую.
Или нет? Из интересного закончились банки, надо было как-то вернуться в город для их закупки. Чё-то я так зачилил на босс-файте, что без половины криков сидел. И так хватало. Диабло был на Изичах сражен. Ибрагим почти молодец. Местами тупил, но не критично. 4-й такт за час пролетел. Круто. Отправляемся в родной Харагат. Варвар вернулся в Коноху. Блять, кому я доверился? Ибрагим с лоботомией не может угол обогнуть. Потихоньку продвигаемся по кровам предгорья. Нужно убить Шенка по квесту. Одолеваем его. Далее пачка с Элдричем. Думал, сейчас уровень чуть подтянем. Но вместо 40 тысяч опыта получил 2. Тут я понял, что происходит какая-то хуйня. У Ибрагима опыт вообще встал. Перезахожу, перепроверяю. За бомжа дают 115 опыта. Во втором акте столько давали. Чего нахуй? Ибрагим все еще установлен в развитии. Ладно, забивая на эту проблему, идем дальше. Освобождаем собутыльников. Ибрагим не ставил их калитку приоритет, поэтому каждый раз я ждал. Варвара в качестве наемника не будем брать, кстати. Ибрагим краш. Убиваем Запоглаза. Алтарь опыта. Иронично. Нашли Ибрагиму лютый дрын на яд. Переодеваю Ибрагима в сменку на урон. А то он что-то вальяжно себя чувствует, я смотрю. Пробую бича зафармить со своего кулака. Подозреваю Ибрагима в краже опыта. Но не в этом дело. Проблемы с опытом все еще на месте. В агонии начинаю втарку в казино. Но ничего мне не поможет уже будто. За зомби дают 600 опыта. Пиздец. Пиндал скина походу будем фармить, хоть что-то. За потного холодного чудика 55 опыта. Это не смешно. Нахожусь, откровенно говоря, в тильте, оказываюсь в такой ситуации. Вроде и живем, но Ибрагим убивает одного бомжа в час. Ждем, верим в лучшее. Но происходит непоправимое. Ибрагим устал. А мы не можем дотянуться рукой до портала до дому. Хауль не работает, наверное, не слишком высокоуровневый для такого. В общем, да. Решаю задолжить с ними сражение и особо тяню. Ошибка. Блять. Ладно, бил через Ибрагима дальше. Увы, он погиб. Но путь Каня наконец открыт. Шок. Все, спасена. Свиток на резисты. Спасибо. Аня дает варварский шлем, но от него ни холодно, ни жарко. Все дальше драчу копейки вместо опыта. Даже зомби дают в районе 250 опыта теперь. Некоторые по 25. Да что за хуйня? Если непонятно, почему я так доебался до опыта, поясню. На этом же 24 уровне я убивал Диабло. А теперь из-за бага спустя полпятого акта не апнул ни одного уровня. Проверяя гипотезу, убиваю совет. Опыт идет с кайфом. На Мефисто тоже, где Ибрагим как мразь нафидел. Вау, да неужели этот баг пофиксился? И мне с ебучего зондры дали 7000 экспы. Охуеть не встать. Пока я на фоне оббегаю огромную хорома Нилатака, доспойлерю, что Ибрагим это опыт не пофиксился. У меня с этого печет, ибо Ибрагим не становится сильнее. Hello, жри его, ебло тупое, блять. А еще я не смогу сделать ему ронворд, если он не сможет 27 уровень апнуть. Продолжаем поиски Нилатака. Он попадается на 4-й тропе. Нилатак заставил меня подгореть, потому что этот черт телепортируется, и Ибрагим сразу же теряется в пространстве. Под конец файта уже хотелось, чтобы кто-то поставил паузу, потому что Ибрагима дудосит сильно. Сам файт целиком не покажу, но это было морально изнурительно. Я достаточно триггерит всеми событиями в этом акте. Бегу уже на пролом. Посмотрел на скорость получения опыта Ибрагима еще раз. Понял, что это профдеформация. Дурка уже никогда не апнет 27 уровень и не наденет инсайд. Все, на пенсию. Новый Ибрагим прибыл. Вопрос с опытом наконец закрыт.
Оформляем билд через спидран до древних. We are the spirit. Поначалу с ними не задалось, но потом, когда вся троица отлипла от Ибрагима, стало неплохо. Я бы даже сказал, что это было супер просто. Пробегаем до трона разрушения. Ибрагим стал невидимым, блядь, за что? Почему прохождение такое проклятое? Пробую что-то снова заролить, но один шлак. По пути я надеялся, что найду палку на 4 гнезда и недостающую руну для инсайд, но не, забейте. Додики Баала не внушают страх, надо только, чтобы Ибрагим бил нужных. Агрю на себя пачку, чтобы Ибрагим убил чемпиона. Тут проблем пока нет. Феном лордов Ибрагим всех побил по чуть-чуть, но тоже справились. Руинер на Ибрагиме не допустил, чтобы мы вывели волну. В любом случае справляемся. Сделал Ибрагиму новую шапочку на плюс хп и урон ядом. Персонализировал нагрудник. Бал, наконец. Меня по этому акту что-то конкретно потрепало, что меня увело в пересказ расследования инцидента с опытом по большей части. Делаю рокировку сменки Ибрагима. Агрю Баала на себя, все как обычно. По крайней мере пробую это сделать. В целом идет неплохо пока, но очень медленно. Снял уже прилично хп Баалу, так он решил братика ебануть. И это трещина в ментальном здоровье уже. Ибо Ибрагим бьет кого угодно, но не оригинально Баала. А еще Ибрагим не дружит с телепортирующимися целями. Да-да. В итоге по Ибрагиму стало прилетать. Он перестал себя комфортно чувствовать на этой арене. Это очень печально. Местами он на 10 секунд не мог прожить. Я устал, босс. Ибрагим еще пару раз откинулся. Я его переодеваю, в итоге в более защитную сменку. Были и светлые времена, когда братика не было с нами. Но это мне не помешало лицезреть Ибрагима, который бежит туда, где Баала уже нет. Как он застревает в углу, как он пиздит тентакли. Ибрагим стал снова жить. В эту же секунду сработал триггер и ворвался братик к нам в коридор. Ибрагим не поспевает за Баалом. У меня уже нет эмоций. Как же он заебался своими телепортами. Честное слово. Оценю челлендж на 6 из 10. Слишком пятый акт испортил впечатление. Почти полчаса его ковырял. Наконец-то. За пятый акт что-то конкретно утомился. Очень рад, что челлендж закончился. Думал, что от злости порвет. Ибрагим соскуфился. Уже не торт. Высокой оценки не заслуживает. Ни один из них. Чё, выводы? Мерк легко меня паровозил почти всю игру. Уже под конец стал мусорным. Но знаете, тут такая куча факторов сложилась, поэтому я могу быть уже субъективным. Пара шмоток, которые не смог скрафтить, и он будет сильным дальше. Как самостоятельная единица он не прям вау, но если где-то танкануть, посаппортить для него, либо наносить урон вместе с ним, тогда уже другое дело. Всем спасибо, если вам понравилось, можете сделать деп сюда, чтобы я уволился нахуй.